Проблема химиотрасс возникла в мире, где-то в середине, наверное, 90-х годов. Как раз вот где-то года с 94-го, с 95-го мировое сообщество начало активно обсуждать проблему того, что самолеты, которые летают у нас над головами, распыляют какие-то непонятные реагенты. В принципе, сама эта проблема, она имеет достаточно такие давние корни. Где-то, наверное, годов 40-х, в принципе, начались масштабные распыления различных и реагентов, и непонятных веществ. Стало это известно, документально известно, буквально вот года 4 назад, когда Министерство обороны Великобритании рассекретило отчет, на 160 страницах которого рассказывалось, что в период с 1940 по 1997 год в целях исследования последствий возможной глобальной мировой войны военные самолеты осуществляли распыление тяжелых оксидов металла, это были оксиды цинка и кадмия, распылялись от северо-восточного побережья Англии до Корнуэлла. Вот эти вот флуоресцентные облака, они, скажем так, в определенном спектре светились, и по движению воздушных масс, по движению вот этих облаков военные отслеживали, что может произойти, если, скажем так, условный противник распылит какое-то бактериологическое оружие в атмосфере. То есть эти данные официально опубликованы в интернете. Впервые они появились 2 года назад в журнале Observer, английский журнал. То есть фактически тем самым военные подтвердили, что такие испытания не просто проводились именно вот с применением распыления каких-то вредных реагентов самолета, они производились фактически над мирным населением. Еще раньше такие попытки делались немцами во время Первой мировой войны. Тогда с самолетов распыляли болезнетворные бактерии, если мне память не изменяет, что-то связанное с чумой, для того, чтобы заразить и солдат противника, и скот, но в результате под распыление попадали и союзные войска, и в итоге Конвенцию ООН вообще, скажем, такие вещи были запрещены. То есть, в принципе, проблема-то существует порядка уже 100 лет. Какие могут быть основные цели распыления самолетов? Ну, давайте сначала разберемся, как называется вот это явление. В России оно называется химиотрассы. От английского слова chemtrails. Чем? Это химия, трейл это след, то есть химический след. Вот как раз в 1999 году, когда я писал первую статью об этом явлении, тогда в России еще о нем не знали, я вот этот термин предложил. Химиотрассы. Как определить, что такое химиотрасса, что такое обычный инверсионный след от самолета? Потому что мы каждый день смотрим в небо, каждый день видим эти самолеты, которые пролетают над головами. Обычный инверсионный след это что такое? Это, скажем так, микрочастицы влаги, микрочастицы продуктов сгорания, которые выходят из сопел двигателя самолета. И под воздействием холодного воздуха, холодной температуры, мы когда летим на самолете на высоте 10 тысяч метров, температура там порядка минус 50, минус 55 градусов. То есть вот эти вот продукты сгорания, они выходят из двигателя, моментально замерзают в такие вот перистые, небольшие такие вот линии. Достаточно быстро опускаются и начинают просто таять. То есть вот нормальный инверсионный след, он самолетом распространяется, может быть, на километр, на 2. И рассеивается в течение, порядка 2-3 минут. То есть это такая небольшая полосочка, которая у нас на глазах тает. И интересно, вот тоже один из признаков того, что мы наблюдаем химиотрассу, а не инверсионный след. Обычные инверсионные следы не могут образовываться на высоте ниже 4000 метров, потому что особенности атмосферы не позволяют вот этим продуктам сгорания просто замерзнуть и образовать вот такие вот видимые следы. Химиотрассы, напротив, они могут образовываться абсолютно на любых высотах, и на 2 километрах, и на километре, потому что здесь идет испарение определенных реагентов. И со временем химиотрассы, они не тают у нас на глазах, они наоборот расширяются, превращаются в такие огромные полосы, могут висеть там по несколько часов. Очень многие химиотрассы в результате расползаются по всему небу и превращаются в перистые облака. То есть это совершенно какой-то непонятный процесс, его пытаются объяснить, что да, это особенности примесей, но для того, чтобы, скажем так, вот этот пошел процесс, скажем так, облакообразования, скажем это таким вульгарным языком, должны быть какие-то частицы, которые притягивают и связывают воду.
Вот как раз именно вот этой проблемой в 1946 году, да, в 1946 году занялись американцы. Они хотели попытаться научиться управлять климатом. В принципе, эта проблема до сих пор не то, что существует, она уже реализована. То есть мы климатом уже в некоторых аспектах умеем управлять. Они делали очень просто. Они с обычного самолета просто распыляли на определенной высоте цемент. Цемент он связывал влагу, и в результате образовывались облака, которые потом, скажем так, проливались дождем на ту территорию, где вот это все происходило распыление. Современные, скажем так, химиотрассы и современные технологии управления климатом используют уже другие вещества, например, соли бария, соли серебра. Вот хорошо всем известен пример, у нас над Москвой перед какими-нибудь мероприятиями что делают? В интернете написано, летают самолеты, разгоняют облака. То есть распыляются определенные реагенты, которые, наоборот, скажем так, убирают вот эту всю воздушную, вот эту облачную массу. Но есть и другие причины, по которым над нашими головами могут что-то распылять. Находил очень интересные данные, разговаривал с людьми, с исследователями, в том числе с военными, которые говорят, что где-то в период с 50-х по 60-е годы в мире испытывались новые системы связи. То есть прилетает самолет, распыляет определенный реагент, который улучшает, скажем так, электропроводимость атмосферы. То есть, соответственно, радиосигнал он может уйти уже достаточно далеко. То есть фактически у нас над головой создается такая огромная магнитная антенна, по которой можно передавать сигнал. Основной вот сейчас, когда проблема химиотрасс стала уже настолько актуальной, что о ней просто говорить нельзя, вернее не говорить нельзя, официальные структуры, которые, возможно, как раз причастны к этому явлению, к этому эффекту, они так вбрасывают в сознание людей информацию о том, что вот эти химиотрассы используют для того, чтобы предотвратить парниковый эффект. То есть мы прекрасно знаем проблему озонового слоя, буквально лет 20 мы уже об этом говорим, что озоновый слой у нас истончается, в результате повышается солнечная радиация, а вот распыление вот этих реагентов, этих химиотрасс, оно якобы позволяет латать озоновые дыры. То есть есть еще одна из таких причин. Скажем так, более тревожная причина, по которой могут происходить распыления, они тоже в мире говорят, и есть более тревожная причина, вот именно появление химиотрасс, они тоже в мире говорят, и есть подтверждения документальные, потому что, скажем так, есть энтузиасты, которые за свой счет проводят исследования, берут и пробы воздуха, и пробы почвы над теми местами, где чаще всего наблюдают эти химиотрассы. Есть основания полагать, что мировые корпорации, не будем их называть, чтобы, скажем так, огульно не это самое, мировые корпорации, которые занимаются продовольственными системами, продовольственными программами, то есть, грубо говоря, снабжают мир зерновыми культурами, продуктами питания. Желая захватить рынок, они могут использовать именно такие химиотрассы для того, чтобы, скажем так, подавлять некоторые производственные культуры. Вопрос, естественно, если мы, скажем так, уничтожаем производственные культуры, что же тогда приходит на замену? А на замену приходят так называемые те препараты, о которых мы все время читаем на баночках с пепсиколами, с печеньками, которые говорят, что ГМО нету. То есть приходят культуры, устойчивые к тем реагентам, которые распыляют в атмосфере. Зачем это нужно делать? Если мы уничтожаем естественные плодовые культуры, которые уже не могут вырасти в этих условиях, предположим, земля перенасыщена солями алюминия, то есть многие культуры просто не выживают в таких условиях. Но корпорации с помощью генной инженерии выводят культуру генно-модифицированную, которая великолепно себя чувствует именно на почвах, содержащих тяжелые металлы. О чем это говорит? О том, что если мы не можем сажать нормальные культуры, мы можем идти только в эту корпорацию, покупать культуры только там, потому что ничего другого не вырастет. То есть фактически происходит монополизация рынка в мировых масштабах. Один из, скажем так, президентов США в свое время сказал, что тот, кто владеет продуктами питания, управляет миром. Действительно, в принципе, не поставив зерно в какую-нибудь южноафриканскую страну, мы можем просто вызвать не просто голод, а можем свергнуть правительство. То есть монополия на продовольствие – это достаточно серьезное политическое оружие, которое может быть использовано совершенно разными целями. Если говорить о материальных следах, которые оставляют после себя химиотрассы, есть такое интересное сопутствующее явление, как волосы ангела. Это такое непонятное волокнистое полупрозрачное вещество желеобразное, именно похоже на какие-то такие волосинки прозрачные, которые очень часто, именно после особенно
такого массового пролета самолетов, которые распыляют вот какие-то вещества, и вот после этого образуются такие облака перистые. Вот это вещество очень часто выпадает. Впервые я с этой проблемой столкнулся где-то, наверное, в начале 2000-х годов. Активно переписывался с коллегами из Калифорнии. У меня там жила моя коллега, знакомая Дираджа, которая в то время была ведущей одной из местных радиостанций. Мы как-то вот с ней на этой теме сошлись, она мне рассказывала по ситуации с химиотрассами в США, я делился информацией по России, и вот у нас такая вот переписка шла вот именно по теме химиотрасс. И в один прекрасный день, это, по-моему, осень была, октябрь, если мне память не изменяет, она мне пишет, у нас, говорит, тут какие-то непонятные явления происходят, прилетели опять самолеты, мы, говорит, их наблюдали, и с неба падает какое-то странное вещество волокнистое, вот, говорит, какие-то, как паутинки какие-то такие. Ну, она молодец, она догадалась, собрала, причем не просто собрала, а в полиэтиленовый пакет положила, тоже вот молодец, сообразила, потому что вещество, оно достаточно летучее, вот буквально, ну, вот на глазах просто испаряется, вот на воздухе. Особенно я, говорит, одну, говорит, паутинку взяла, говорит, положила на дошку, она, говорит, прям на руке таять начала. То есть, видимо, от тепла, от чего-то, ну, видимо, какая-то химическая реакция просто заканчивается. И вот она мне это вещество прислала. Но, к сожалению, вещества было очень мало, потому что, ну, вот когда совсем подсохло, там буквально даже не миллиграмма, а там десятые миллиграммов, то есть совсем чуть-чуть его. Но, тем не менее, мы его сумели сфотографировать при увеличении 400 крат, и, вы знаете, достаточно интересная картина. То есть вот эти волокна, которые сами по себе очень тонкие, они состоят как бы еще из более тонких микроволокон. То есть, знаете, вот какие-то как жгутики, переплетенные между собой. То есть вот когда смотришь на фотографию, вот именно сделанную под большим увеличением, создается впечатление, что это вообще какая-то как искусственная какая-то структура непонятная, похожая на, знаете, даже сложно сравнить, вот что-то вот именно с полимером, с полиэтиленом, то есть какие-то как полиэтиленовые ниточки такие, вот скрученные в жгуточки в такие. И вот тут по поводу этого возникает еще одно интересное явление, очень тревожное, связанное с химиотрассами. Это так называемое заболевание Маргеллонов. Очень странное такое, скажем так, не имеющего четкого объяснения заболевания, а именно природа заболевания пока не ясна. В определенные моменты человек начинает чувствовать, что у него под кожей перемещаются какие-то там, как то ли червячки, то ли еще что-то. Начинает все это расчесывать, у него начинают возникать язвы. Причем чаще всего это явление происходит именно в тех районах, где вот, массированно наблюдаются пролеты самолетов, представляющие по себе вот эти непонятные следы. Но самое интересное, в итоге из-под кожи человека действительно начинают выходить какие-то вот такие непонятные жгуточки, цветные нити. И вот когда я сравнил те фотографии, тоже сделанные под микроскопом вот этих вот жгуточков у людей, больных болезнями Маргеллонов, и то, что мне прислали из США, вот эти вот, скажем так, реагенты, оставшиеся после химиотрасс, очень разительное сходство. То есть такое впечатление, что вот с неба распылили, грубо говоря, ну как бы не предтечу, а как бы какой-то вот вирус, который, возможно, действительно вызывает это заболевание. Тут некоторые исследователи очень осторожно говорят о том, что еще одна из причин, по которым вообще распыляются вот эти непонятные реагенты, может быть подведение человечества к так называемой теории золотого миллиарда. У нас сейчас на планете происходит достаточно серьезный экономический, энергетический и кризис перенаселения. И вот очень многие теоретики, причем эта теория выведена уже достаточно давно, посчитали, что чтобы, скажем так, наша планета и наша цивилизация продолжала развиваться и, скажем так, выжила в этом мировом космическом сообществе, на планете Земля должно существовать не более 1 миллиарда человек. То есть, если будет идти дальнейшее перенаселение, мы, скажем так, скачкообразно просто исчерпаем все природные ресурсы и придем, ну, как это обычно бывает, когда ресурсы кончаются, начинается война за ресурсы, война за территорию, мы просто придем к глобальной мировой войне, которая, скорее всего, человечество просто уничтожит. И, возможно, скажем так, те люди, которые управляют этим миром, нашей планетой, их не так много, это те люди, которые владеют основными капиталами, банками, заводами, фабриками, в принципе, нами всеми. Возможно, с помощью этих вот химиотрасс создают накопление каких-то болезнетворных, скажем так, или реагентов, или микроорганизмов,
которые в определенный момент, может быть, по сигналу со спутника, может быть, еще каким-то образом включаются, и, скажем так, мы действительно приходим к теории золотого миллиарда. То есть, как, например, в 20-х годах прошлого столетия половина населения Европы выкашивает какая-нибудь страшная болезнь, неизвестная, как вариант. Интересно даже, то вот очень много встречал информации на форумах, и действительно нашел и подтверждение, что после очень печального события, которое произошло в США 11 сентября, когда произошел террористический акт, и вот эти две башни торгового центра были уничтожены. Действительно, вот после этого события как-то скачкообразно увеличилось наблюдение количества химиотрасс во всем мире. И что странно, вот именно в Россию-то они пришли как раз после этих событий буквально через год. Если раньше, скажем так, мы получали там единичное сообщение, ну, там, в месяц, которое в принципе могло быть просто ошибочным наблюдением инверсионного следа, то сейчас эти сообщения повально идут. То есть вот у нас вот люди в группе в социальных сетях, они каждый месяц из всех городов России пишут, вот мы тут наблюдали химиотрассу, тут. Причем это именно не инверсионные следы, это именно вот те самые химиотрассы, которые расползаются потом по всему небу. Причем тоже очень интересная политика. Я вот специально проводил наблюдение. Распыление обычно идет в ночное время, то есть когда это не замечается. То есть ты утром выходишь, смотришь, там уже вот эти облачка-то расползлись. Те люди, которые рано идут на работу, ну и достаточно светло еще, могут эти самолеты видеть. То есть так это где-то в 4, в 6 утра, когда основное население еще спит, происходят вот эти вот непонятные. Ну, днем это тоже понятно происходит. Скажем, проблема стала уже настолько актуальной во всем мире, что в США 22 января 2011 года провели международный конгресс по проблеме именно химиотрасс. И как раз освещала этот вопрос телекомпания NBC, проводили они тогда первое такое серьезное расследование. И вот фактически сейчас 22 января это считается днем противостояния вот этому явлению. На форумах можно встретить очень интересные такие замечания и предположения, что с самолетов могут также распылять вещества, которые позволяют, ну, скажем так, регулировать и агрессию в человеке, и, скажем так, подавлять некоторые волевые особенности человеческой психики, то есть создавать людей максимально управляемых. В принципе, такая теория может иметь основания, конечно, может иметь основания. К сожалению, подтверждений не нашли мы, но исходя из того, что мы уже знаем, это и военные эксперименты с распылением болезнетворных бактерий, и, скажем так, распыление тяжелых металлов, то есть эти документы просто есть, их можно найти. В принципе, я допускаю факт, что распылять могут над нами все, что угодно. Вот как раз очень интересный документ, который показывает анализ почвы, сделанный в Аризоне, именно теми местами, где чаще всего наблюдаются пролеты самолетов, распыляющих химиотрассы. И вот тут четко видно превышение алюминия, содержание алюминия в почве в 2000 раз, бария в 2000 раз, железа в 2000 раз и цинк аж в 10 тысяч раз. Вот такой вот независимый анализ, который говорит о том, что после распыления вот этих вот непонятных реагентов количество тяжелых металлов в почве не в сотни, а даже в 1000 раз превышает допустимые показатели. Как же выглядят сами химиотрассы? Вот как раз самолет только пролетел, оставил за собой какую-то химическую полосу, и она потихоньку, постепенно, с течением 1, 2, 3, нескольких часов начинает расползаться и в итоге превращается в перистые облака, которые потом разносятся ветром, и из них уже начинает выпадать какое-то непонятное вещество. Вот тут очень хорошо как раз видно. Вот опять же, только пролетел самолет, произошло распыление. Вот через несколько, там через полчаса полоса начала расширяться. Вот что происходит через 2-3 часа. И в итоге химиотрасса расползается на все небо в виде вот такого вот перистого облака. Весь этот процесс можно заснять на видеокамеру, потом убыстрить, и мы будем видеть весь процесс образования вот непонятных таких вот облаков. Очень интересные есть спутниковые фотографии, на которых отчетливо видно,
как химиотрассы покрывают конкретную территорию. Вот видите, вот их очень здесь много, и уже начинается процесс образования облачности. То есть буквально через 2-3 часа здесь все будет затянуто облаками, а через сутки, в принципе, над этой территорией могут выпасть осадки, которые будут содержать совершенно неизвестные нам реагенты. Еще один тоже хороший спутниковый снимок. Здесь очень четко видно вот, огромное количество химиотрасс. То есть такое впечатление, как будто целенаправленно покрывают какими-то реактивами определенную территорию. Прям. А вот что выпадает в результате на Землю. Это вот как раз фотография при увеличении 400 крат именно того вещества, которое называют волосы ангела. Очень хорошо видно, что это какие-то явно искусственные полимерные волокна. Вот тут очень много более мелких нитей, которые сплетены в более крупные жгутики. И что интересно, вот как раз то вещество, которое выходит из организма человека, больного Маргеллоновым заболеванием, примерно та же самая структура. То есть мы видим те же самые жгутики, те же какие-то полимерные волокна. То есть есть основания полагать, что с неба на нас распыляют еще и какие-то болезнетворные реагенты. Ну и вот классический вид химиотрассы. То есть после пролета самолета она начинает не таять, как обычный инверсионный след, начинает потихоньку расширяться, и в итоге через несколько часов она превратится в такое огромное перистое облако.